Добрый день, студенты! Второе практическое занятие – решение задач на тему точка, прямая и плоскость. И первая задача у нас определение положения точки относительно плоскостей проекции, то есть определение положения точки в пространстве. Ну и до того, как приступить к решению этой задачи, давайте вернемся к первой лекции и посмотрим основные принципы ортогонального проецирования, разберемся с основными понятиями, вспомним их и тогда уже приступим к этому заданию. Итак, давайте рассмотрим вот такую модель и вспомним основные понятия и вспомним принцип непосредственно ортогонального проецирования. При ортогональном проецировании точки пространства проецируются на две взаимно перпендикулярные плоскости проекции, которые называются фронтальная плоскость проекции π2 и располагается она перед наблюдателем, и горизонтальная плоскость проекции π1, которая располагается под наблюдателем горизонтально. Точка проецируется на плоскости проекции с помощью проецирующих лучей, и на пересечении проецирующих лучей с плоскостью проекции получается непосредственно проекция точки. Проекции точки называются индексами, буквами в соответствии с названием точки и индексами, соответствующими плоскости проекции. Это фронтальная проекция точки, это горизонтальная проекция точки. Вообще плоскости проекции пересекаются по прямой, которая обозначается как ось x. Ось x, если быть точнее, x1, 2, то есть индекс, опять-таки в соответствии с индексами плоскостей, которые пересекаются. Если мы проведем плоскость по двум перпендикулярным проецирующим лучам и найдем пересечение этой плоскости с плоскостями проекции, то мы получим вот такие вот прямые линии, это линии связи. И линии связи пересекаются на оси x в точке, которую обозначают также индексом 1, 2 в соответствии с индексом самой оси. Фронтальная и горизонтальная плоскость проекции, пересекаясь, делит наше пространство на 4 двугранных угла, и пространство в этих двугранных углах называется четвертями пространства. Первая четверть – это тот самый двугранный угол, где находится наблюдатель, то есть четверть перед фронтальной плоскостью проекции и над горизонтальной плоскостью проекции, и где располагаются остальные четверти пространства. Вторая четверть находится за фронтальной плоскостью проекции и над горизонтальной плоскостью проекции. Третья четверть находится под горизонтальной плоскостью проекции и за фронтальной плоскостью проекции. И четвертая четверть находится перед фронтальной плоскостью проекции и под горизонтальной плоскостью проекции. И давайте разберемся со способом образования плоского чертежа, который предложил Гаспар Монж. Итак, вот у нас есть точки пространства и их проекции. Мы знаем, что если у нас есть две проекции точки на две плоскости, да, то чертеж обратимый, мы можем восстановить обратно положение точек в пространстве именно по этим проекциям. И если мы пока что уберем наши точки, оставим только проекции и линии связи, которые остаются на плоскостях проекции, то получаем вот такую картину. Да? Гаспар Монж предложил повернуть горизонтальную плоскость проекции передней полой вниз относительно оси x и тем самым получить плоский чертеж. Давайте проделаем это. Итак, мы поворачиваем горизонтальную плоскость проекции передней полой вниз до совмещения с фронтальной плоскостью проекции и получаем следующую картину. Итак, мы получили плоский чертеж, на котором совместились все проекции точек. И не случайно я взял точки в разных четвертях пространства, а специально чтобы показать, что
В зависимости от того, в какой четверти пространства находится точка, меняется и положение ее проекции на двухкартинном комплексном чертеже. Ну, для простоты я взял первую точку М в первой четверти, вторую точку во второй четверти, точку P в третьей четверти и точку S в четвертой четверти. Если вы обратите внимание, то увидите, что точка М лежит в первой четверти пространства, то есть она лежит выше горизонтальной плоскости проекции, поэтому фронтальная ее проекция выше оси X. И она ближе фронтальной плоскости проекции, поэтому ее горизонтальная проекция ниже оси X. Вот именно так будут располагаться ее проекции на плоском чертеже. То есть точка в первой четверти пространства. Точка N была во второй четверти пространства. После поворота фронтальная проекция осталась на месте, а горизонтальная проекция была за фронтальной плоскостью проекции. Именно поэтому она после поворота поднялась наверх и оказалась вот здесь, выше оси X. И точка P, она находилась в третьей четверти пространства. И как вы видите, после совмещения ее горизонтальная проекция ушла наверх, потому что она была дальше за плоскостью P2. А ее фронтальная проекция ушла вниз, потому что эта точка находилась ниже горизонтальной плоскости проекции. Ну и точка, которая находилась в четвертой четверти пространства. Горизонтальная ее проекция находится ниже оси X, потому что точка ближе к нам была относительно фронтальной плоскости проекции. И фронтальная проекция точки опустилась ниже оси X, потому что сама точка находится в четвертой четверти, то есть, соответственно, ниже горизонтальной плоскости проекции. Ну и давайте приступим непосредственно к решению задачи. Задача 1. Определить, в какой четверти пространства находятся точки и как они расположены относительно плоскостей проекции. Вообще положение точек в пространстве можно оценивать каким образом? Потому, в какой четверти пространства они лежат, ну или относительно других объектов. В данном случае относительно плоскостей проекции только мы можем. Также можно относительно любых других объектов, относительно прямой, относительно плоскости общего положения. Но так как у нас здесь только плоскости проекции есть, мы будем оценивать их положение относительно этих плоскостей проекции. Итак, давайте посмотрим, какая из этих точек лежит в первой четверти пространства. Как мы уже посмотрели ранее, в первой четверти пространства точка лежит, если у нее фронтальная проекция выше оси X, а горизонтальная проекция ниже оси X. Это стандартный случай. Ну и в нашем случае это точка D, заданная двумя проекциями D2 и D1. И она лежит в первой четверти пространства, поэтому давайте надпишем. Четверти пространства называются римскими цифрами. Ну, вот, первая четверть сокращенно. Итак, давайте определим, в какой четверти пространства находятся остальные точки. Начнем с точки А. Как мы говорили, в первой и второй четверти пространства точки находятся выше горизонтальной плоскости проекции, то есть их фронтальная проекция будет выше оси X. А в третьей и в четвертой четверти пространства точки располагаются ниже плоскости P1, горизонтальной плоскости, да, проекции, и поэтому их фронтальная проекция будет располагаться ниже оси X. В данном случае мы с точкой А можем судить о том, что она лежит либо в первой, либо во второй четверти. Да? Рассуждаем дальше. Теперь в первой и четвертой четверти точки находятся ближе к нам относительно фронтальной плоскости проекции. Поэтому у них горизонтальная проекция будет ниже оси. Да? А во второй и третьей четверти точки дальше от нас относительно фронтальной плоскости проекции. Поэтому во второй и третьей четверти их горизонтальная проекция будет
выше оси x. То есть в данном случае мы можем судить, что по горизонтальной проекции это либо вторая, либо третья четверть, да, то, что точка находится дальше. И по фронтальной проекции мы делаем однозначный вывод, что это вторая четверть, потому что фронтальная проекция точки находится выше оси x. Итак, отмечаем, что это вторая четверть. Посмотрим на точку B. Горизонтальная проекция точки B находится ближе к нам относительно фронтальной плоскости проекции. Поэтому мы можем судить, что точка находится либо в первой, либо в четвертой четверти. Но как мы уже поняли, что в первой четверти она не может лежать, так как у нее фронтальная проекция ниже оси x. Мы делаем вывод, она лежит в четвертой четверти пространства. Отмечаем. Посмотрим на точку С. Итак, фронтальная проекция точки С, C2, находится выше оси x. Ну а смотря на горизонтальную проекцию, мы можем судить, что она не ближе и не дальше фронтальной плоскости проекции. То есть она имеет нулевую координату y, нулевую глубину. И, соответственно, мы делаем вывод, что она лежит во фронтальной плоскости проекции. Точка С лежит во фронтальной плоскости проекции. Поэтому можем отметить, что точка С принадлежит P2. Вспоминаем условное обозначение, знак принадлежности. Точка Е. Теперь смотрим. Горизонтальная проекция точки Е оказалась выше оси, а фронтальная проекция оказалась ниже оси x, то есть они по сути поменялись местами. Эта точка лежит в третьей четверти пространства. Указываем. Точка F. Горизонтальная проекция точки F находится ближе, значит точка ближе к нам, чем фронтальная плоскость проекции. Но высота точки мы видим по фронтальной проекции, да, высота точки равна нулю. То есть точка лежит на горизонтальной плоскости проекции. То есть такой однозначный вывод делаем. Точка F принадлежит горизонтальной плоскости проекции. То есть так и пишем, принадлежит P1. Смотрим на точку G. Фронтальная и горизонтальная проекции совпали в одну точку. Но первым делом какой вывод можно сделать? Что координаты Z и координата Y, то есть глубина и высота этой точки, равны. Это раз. А теперь в какой четверти эта точка лежит? Фронтальная проекция точки лежит выше оси x, значит эта точка лежит либо в первой, либо во второй четверти. Ну а горизонтальная проекция точки лежит дальше. То есть мы уже делаем вывод, что она лежит однозначно во второй четверти пространства. Отмечаем. Ну и что здесь еще можно отметить? Если у точки одинаковые координаты высота и глубина, то эта точка лежит в биссекторной плоскости. Биссекторная плоскость – это плоскость, которая имеет равный угол наклона плоскостям проекции P2 и P1. Ну или можно назвать равно наклоненная к плоскости P2 и P1 плоскость. Биссекторная плоскость. Давайте отметим это тоже. Вторая четверть и принадлежит биссекторной плоскости. Рассмотрим точку H. Итак, здесь аналогичный случай, но мы видим, что
координаты y и z равны, высота и глубина точек равны, но фронтальная проекция точки оказалась ниже оси x. Это значит, что точка либо в третьей, либо в четвертой четверти, да, пространства. А горизонтальная лежит ближе. То есть мы однозначно делаем, ближе имеется в виду ниже оси x, то есть ближе относительно фронтальной плоскости проекции. Мы делаем однозначный вывод, что точка лежит в четвертой четверти пространства, то есть это аналогичный случай с точкой B. Единственное, у точки B координаты разные, а у точки H координаты Z и Y одинаковые. Отмечаем, что точка лежит в четвертой четверти. Ну и раз координаты одинаковые, эта точка также лежит в биссекторной плоскости. Точка принадлежит биссекторной плоскости. Ну и тот случай, когда у точки нет ни высоты, ни глубины, то есть она одновременно лежит на фронтальной и на горизонтальной плоскости проекции, делаем вывод, что точка лежит на пересечении фронтальной и горизонтальной плоскости проекции. Это ось x. Точка L принадлежит оси x. Вот таким образом вы должны рассуждать, видя проекции точек на чертеже, должны рассуждать о том, какое они положение занимают в пространстве. И у вас будет первый тест по точке. Вы будете как раз таки определять положение точки в пространстве. Давайте рассмотрим еще один момент, как оценить, к какой плоскости проекции точка находится ближе. Но это можно сделать по ее измерениям, по глубине и высоте. Высота измеряется от фронтальной проекции точки до оси x. И глубина, как мы знаем, измеряется от горизонтальной проекции точки до оси x. Итак, высота точки в данном случае больше, чем глубина у точки А, то есть глубина меньше. Соответственно, точка ближе к фронтальной плоскости проекции. То есть глубина показывает расстояние до фронтальной плоскости проекции. Глубина точки B меньше, чем высота точки B. Опять высота показывается до фронтальной проекции, глубина до горизонтальной проекции. Значит, она опять, точка B, ближе к фронтальной плоскости проекции, чем к горизонтальной. С точкой С, в случае с точкой С не имеет смысла это рассуждать, потому что точка С лежит на плоскости проекции. Точка D. До точки D1 оценивается глубина, то есть глубина опять меньше, чем высота. Точка находится ближе к фронтальной плоскости проекции, нежели к горизонтальной. Точка Е. Здесь уже противоположный случай. Смотрим, до точки в проекции Е2 оценивается высота, до проекции Е1 оценивается глубина. Высота меньше, чем глубина, соответственно, точка ближе к горизонтальной плоскости проекции. В случае с точкой F опять не имеет смысла обсуждать, потому что точка F лежит на горизонтальной плоскости проекции. В случае с точкой G мы уже рассматривали. Ее измерения одинаковые, то есть глубина и высота. Соответственно, она лежит в биссекторной плоскости, то есть в плоскости равно наклоненной к плоскостям проекции, а сама точка G равно удаленная от плоскостей проекции. Так же, как и точка H. Точка H тоже имеет равные измерения и, соответственно, равно удаленная от плоскостей проекции. Ну и абсолютно не имеет смысла рассуждать о положении точки L, потому что мы знаем, что она лежит на оси X, на пересечении фронтальной и горизонтальной плоскости проекции. Итак, переходим ко второй задаче. Здесь как раз таки тот случай, который я уже озвучивал.
определить относительное положение заданных точек и прямой L. Также построить некоторые точки самостоятельно. Прямая L. Давайте рассмотрим ее первым делом. Прямая L, прямая общего положения, потому что она расположена произвольно относительно плоскостей проекций. Как мы это поняли? Мы это поняли по ее двум проекциям, которые обе наклонены к оси X. Соответственно, прямая у нас общего положения. И даны проекции нескольких точек А, Б, С, D и E. И нам нужно определить их положение относительно этой прямой. Положение точек относительно прямой мы можем оценивать каким образом? С помощью предлогов выше, ниже, оценивая высоту точки относительно прямой, и предлогов за и перед, оценивая глубину точек относительно этой прямой. Ну и давайте по порядку. Точка А. Горизонтальная проекция совпала с горизонтальной проекцией прямой L, а фронтальная проекция оказалась выше. То есть мы можем сказать, что точка А не лежит на прямой, потому что вспоминаем правило. Точка лежит на прямой, если любая ее проекция лежит на соответствующей проекции этой прямой. В данном случае точка А не лежит на прямой, но и оценивая ее фронтальную проекцию относительно фронтальной проекции прямой, мы можем сказать, что фронтальная проекция выше, значит точка выше прямой L. Но оценивать глубину не имеет смысла, потому что горизонтальная проекция совпала непосредственно с самой прямой. Значит, точка А просто выше прямой L. Поэтому мы говорим над прямой L. Точка Б. Как и в случае с точкой А, ее горизонтальная проекция совпала с прямой L, с горизонтальной проекцией прямой L. А фронтальная проекция не совпала, оказалась ниже. Значит, точка Б под прямой L. Отмечаем. Точка С. Горизонтальная проекция точки С совпала с горизонтальной проекцией точки прямой L. И фронтальная проекция точки С совпала с фронтальной проекцией прямой L. Это нам говорит о том, что точка С лежит на прямой L. Две проекции точки совпали двумя соответствующими проекциями прямой. Точка С принадлежит прямой L, то есть мы можем вот таким образом отметить. Оцениваем положение точки D. Фронтальная проекция точки D совпала с фронтальной проекцией прямой L. Горизонтальная проекция точки D оказалась, если представить здесь ось X, кстати, она дальше от оси X, то есть ближе к нам, чем точка на прямой L. Здесь как раз таки мы можем применять конкурирующие точки. Точка на прямой L оказалась дальше, точка D оказалась ближе. И, соответственно, точка D перед прямой L. Можем отметить. И последняя, пятая точка. Давайте оценим ее положение. Смотрим горизонтальная проекция точки E и горизонтальная проекция прямой L. Мы оцениваем глубину по горизонтальной проекции. Точка E оказалась
дальше, чем прямая L, значит точка Е за прямой L. Но оцениваем еще и фронтальную проекцию. Фронтальная проекция точки Е, фронтальная проекция прямой L. Тут мы оцениваем уже высоту. Высота точки Е выше, чем высота точки на прямой L. То есть высота прямой L. Выше и дальше. То есть уже два измерения. Давайте мы запишем. Раз она выше и дальше, то она за и над прямой L. Точка Е за и над прямой L. И теперь самостоятельное задание построить проекции двух точек, расположенных определенным образом. Точка М должна располагаться перед и над прямой L. Ну, давайте рассудим, как она будет располагаться. Фронтальная проекция точки М, М2, коли точка М над прямой L, должна располагаться, соответственно, выше проекции прямой L2. Дальше. Точка М перед прямой L и, соответственно, горизонтальная проекция точки М, М1, должна быть перед, то есть ближе, чем прямая в проекции прямой L1. Вот таким образом вам нужно построить. И, естественно, горизонтальная и фронтальная проекции точки М лежат на одной линии связи. Вторая точка К должна лежать перед и под прямой L. Коли точка К под прямой L, то фронтальная проекция точки К будет ниже фронтальной проекции прямой L. И коли точка К перед прямой L, то горизонтальная проекция точки К будет перед горизонтальной проекцией точки L. То есть вы строите самостоятельно две проекции точки К, лежащие на линии связи, соблюдая вот это условие. Ну, располагаете ее в произвольном месте, но главное соблюдать ее положение относительно прямой L. Разберем еще один случай. Вот точка N. Скажите, принадлежит ли точка N прямой L? Ну, ответ, естественно, нет. Как мы об этом узнали? Точка принадлежит прямой, если каждая ее проекция принадлежит соответствующей проекции прямой, то есть одноименной. В данном случае мы видим, что это горизонтальная проекция точки N. Она совпала с фронтальной проекцией прямой L. То есть это по сути ничего не значит. И здесь фронтальная проекция точки N совпала с горизонтальной проекцией прямой L. То есть это по сути опять-таки ничего не значит. Здесь мы также можем оценить положение этой точки относительно прямой L. Давайте оценим. Горизонтальная проекция прямой L, горизонтальная проекция точки N. Она дальше, значит за. Фронтальная проекция прямой L, фронтальная проекция точки N. Она находится ниже, то есть под. За и под. Давайте запишем. Точка N находится за и под. Прямой L. Итак, переходим к следующей задаче, третьей. И эта задача связана уже с прямыми частного положения, конкретно с горизонталями
и фронталями, прямыми уровня. Итак, задача следующая. Через точку А, заданную двумя проекциями, провести горизонталь H под углом 45 градусов π2 и фронталь F под углом 30 градусов π1. Но для начала проведем горизонталь H. Итак, для начала вспомним, что такое горизонталь и вообще прямые уровни. Прямые уровни — это прямые, которые параллельны одной из плоскостей проекции. И их отличительное свойство — это то, что одна из их проекций параллельна оси x, а другая проецируется в натуральную величину. И если это горизонталь, то у этой прямой всегда неизменная высота. То есть все высоты точек одинаковые, поэтому фронтальная проекция горизонтали H2 будет параллельна оси x, а горизонтальная проекция горизонтали H1 будет в натуральную величину, и, соответственно, угол наклона ее к плоскостям проекции тоже будет в натуральную величину. Итак, провожу прямую через фронтальную проекцию точки А. Это будет фронтальная проекция горизонтали. Называем ее H с индексом 2. И вторая проекция прямой H1 должна быть наклонена под углом 45 градусов к плоскости π2, соответственно, к оси x должна быть наклонена под углом 45 градусов. Для этого берем линейку под углом 45 градусов. Здесь же у меня идет отсчет углов под углом 45 градусов. И вот таким образом мы проводим прямую горизонтальную проекцию горизонтали под углом 45 градусов к оси x. Этот угол можно обозначить и обозначить горизонтальную проекцию горизонтали как H1. Таким образом строится горизонталь, наклоненная под определенным углом к плоскости проекции. Ну и, как вы понимаете, можно было провести ее вот таким образом, то есть в другом направлении зеркально, да? Это было бы тоже правильно. То есть у этой задачи два решения в данном случае. И вторая часть. Провести фронталь под углом 30 градусов к π1, то есть к горизонтальной плоскости проекции. Каким образом мы это делаем? Ну, во-первых, фронталь параллельно фронтальной плоскости проекции, поэтому ее глубины везде одинаковые, поэтому ее горизонтальная проекция фронтали будет параллельно оси x. Мы можем сразу провести горизонтальную проекцию фронтали через точку А. Через горизонтальную проекцию точки А. И можем обозначить ее как горизонтальная проекция фронтали F1. Ну и теперь построим фронтальную проекцию фронтали F2. Зная, что фронталь наклонена под углом 30 градусов к π1, но через фронтальную проекцию точки А проводим прямую, наклоненную под углом 30 градусов к оси x. Либо в одну, либо в другую сторону. Давайте вот таким образом. Итак, через точку А провели фронтальную проекцию фронтали. Называем, обозначаем F2. Фронталь обозначается буквой F, помним. И вот в таком виде задача достаточно быстро решается. Ну и давайте угол тоже покажем. Угол наклона фронтали к горизонтальной плоскости проекции 30 градусов, как и было указано в задаче.
Ну и давайте решим четвертую задачу. Эта задача связана с плоскостью и с главными линиями плоскости. Итак, построить следы плоскости альфа, заданной проекциями прямых А и Б, и построить горизонталь и фронталь этой плоскости. Ну, для начала вспомним, что такое следы плоскости и вообще следы прямой для начала. След прямой – это точка пересечения прямой с плоскостью проекции. Ну и, соответственно, горизонтальный след прямой – это пересечение прямой, точка пересечения прямой с горизонтальной плоскостью проекции. Фронтальный след прямой – это точка пересечения прямой с фронтальной плоскостью проекции. Ну а след плоскости по аналогии – это линия пересечения плоскости с плоскостью проекции. И фронтальный след плоскости – это линия пересечения плоскости с фронтальной плоскостью проекции. Горизонтальный след плоскости – это линия пересечения плоскости с горизонтальной плоскостью проекции. След плоскости – это прямая линия. И построить ее можно по двум точкам, по двум следам прямых этой плоскости. Ну и в данном случае в четвертой задаче нам плоскость задана как раз таки двумя пересекающимися прямыми А и Б. И чтобы ее решить, чтобы построить следы плоскости, плоскости альфа, заданные прямыми А и Б, нам нужно построить следы прямых А и Б. Во-первых, горизонтальный след построим прямой А и прямой Б. Во-вторых, фронтальный след прямой А и прямой Б. Ну и раз след – это точка пересечения прямой с плоскостью, то очевидно, что это точка, лежащая на плоскости. У нее, соответственно, координата равна нулю. И раз это горизонтальный след прямой мы будем строить сейчас, то координата z, высота этой точки, равна нулю. Ну и оценивать мы это можем по фронтальной проекции прямой. Значит, для того, чтобы построить горизонтальный след прямой А, мы должны найти такую точку на прямой А, у которой координата z равна нулю. То есть мы смотрим, где она пересекает ось x. Продолжаем эту прямую до пересечения с осью x. Продолжили, то есть вот все точки этой прямой, фронтальной проекции точек, вот фронтальная проекция точки, в которой координата z, высота равна нулю. Ну и давайте мы ее отметим. Это у нас горизонтальный след прямой, обозначать будем буквой H. Ну и раз это его фронтальная проекция, то индекс 2. Нашли. А теперь построить горизонтальную проекцию следа достаточно будет по линии связи, перенеся фронтальную проекцию точки по линии связи на горизонтальную проекцию прямой. Итак, вот на продолжении прямой мы увидели горизонтальную проекцию горизонтального следа прямой А. Давайте обозначим той же буквой с индексом 1, H1. Но единственное, еще напишем, что совпадает эта точка непосредственно с точкой в пространстве. То есть точка в пространстве лежит на горизонтальной плоскости проекции, как и горизонтальная проекция. То есть горизонтальная проекция совпала с самой точкой. Это характерно для следов прямых. Итак, вот мы нашли след прямой А. Мы продолжили ее до пересечения с осью x, где у нее координата высота z стала равна нулю, и по линии связи построили на горизонтальной проекции прямой А. Аналогично строим след прямой B. Продолжаем прямую B до пересечения с осью x. То есть в этой точке у прямой B координата z, высота равна нулю. И строим горизонтальную проекцию этого следа, просто перенеся по линии связи на горизонтальную проекцию прямой. И обозначаем эту точку также буквой H, но единственное повторение у нас быть не должно на чертеже, мы обозначим со штрихом.
И индекс 2 это фронтальная проекция следа. И индекс 1 это горизонтальная проекция следа. То есть вот в этой точке прямая B пересекла плоскость, горизонтальную плоскость проекции. И горизонтальная проекция точки совпала с положением точки в пространстве, то есть они обе лежат в одном месте на горизонтальной плоскости проекции. Теперь, если мы проведем прямую через эти две точки, то есть мы нашли два следа двух прямых плоскостей. Если мы проведем прямую по этим двум точкам, то мы получим сам след плоскости альфа. Так, проводим прямую через две точки, через два следа прямых. Ну, эту прямую обведем также толстой сплошной, потому что это тоже видимая линия, след плоскости. И как мы будем обозначать след плоскости? Обозначается она следующим образом. Альфа π1, то есть альфа это плоскость непосредственно, для которой мы след находим, да? И π1 это горизонтальная плоскость проекции, то есть значит, что горизонтальный след плоскости альфа. Вот мы его построили. И давайте аналогичным образом построим фронтальный след плоскости. Фронтальный след плоскости мы можем построить как линия, проходящая, прямая линия, проходящая по фронтальным следам прямых А и Б. А что это за фронтальный след? Фронтальный след, значит, теперь у нее глубина у этой точки равна нулю, она лежит на прямой, и ее глубина равна нулю. Как мы это можем оценить? По горизонтальной проекции. То есть это точка на горизонтальной проекции прямой, у которой глубина равна нулю, то есть, соответственно, мы должны продолжить прямую до пересечения с осью, то есть найти ту точку, где на ней координата y, глубина будет равна нулю. Итак, для прямой А продолжаем прямую А до пересечения с осью и находим точку, которая называется горизонтальная проекция фронтального следа прямой. Горизонтальная проекция фронтального следа прямой. Обозначается она буквой F с индексом 1. И для того, чтобы построить фронтальную проекцию этой точки, нам нужно построить линию связи до фронтальной проекции прямой А. Напоминаю, что строим мы след сейчас для прямой А. Обозначаем фронтальную проекцию этой точки буквой F с индексом 2. Ну и она совпадает с ее положением в пространстве, то есть она лежит на фронтальной плоскости проекции, там же, где и сама точка в действительности. Поэтому мы пишем, фронтальная проекция совпадает с самой точкой. И находим фронтальный след прямой B. Значит, для того, чтобы найти фронтальный след, мы ищем на горизонтальной. Мы ищем точку пересечения горизонтальной проекции прямой с осью x. То есть продолжаем до пересечения с осью x. Эта точка будет горизонтальная проекция фронтального следа прямой B. Чтобы не было повторений, давайте назовем со штрихом. Ну и для того, чтобы найти фронтальную проекцию этой точки, мы строим линию связи до фронтальной проекции прямой B. Находили мы след прямой B. И обозначаем эту точку F2 со штрихом. Фронтальная проекция фронтального следа. Ну и она совпадает с положением точки F' в действительности. И проведя прямую через точку F и F', то есть через след прямой А и след прямой B, мы получаем фронтальный след плоскости альфа.
Также обведем ее толстой сплошной линией. И обозначаем таким же образом след плоскости альфа, только фронтальный. Поэтому пишем P2. P с индексом 2. Пожалуйста, индекс пишите нижний. Нет возможности просто это сделать. Фронтальный след плоскости альфа. Первая часть задания выполнена. И давайте вспомним вообще, что такое горизонталь и фронталь плоскости. Это главные линии плоскости. То есть горизонталь плоскости — это горизонталь, принадлежащая плоскости. Фронталь плоскости — это фронталь, принадлежащая плоскости. То есть любая фронталь, любая горизонталь. И в том числе обратите внимание, что след плоскости — это тоже прямая уровня, главная линия плоскости, да? Прямая уровня на плоскости. Например, горизонтальный след плоскости — это горизонталь на плоскости, но у которой нет высоты. Поэтому эту прямую еще называют также линией нулевого уровня, если точнее горизонталь нулевого уровня H0. Поэтому мы здесь можем подписать. Обозначаем ее следующим образом. H0, индекс верхний 0, значит горизонталь нулевого уровня, и индекс 1, это обозначает, что это горизонтальная проекция этой прямой. А фронтальная проекция горизонтали нулевого уровня у нас совпала с осью x, и поэтому обозначаем ее здесь H0 с индексом 2. И аналогичным образом можно сказать и про фронтальный след плоскости. Это линия, которая лежит на фронтальной плоскости проекции, то есть она параллельно фронтальной плоскости проекции, она является фронталью, но является фронталью нулевого уровня. Поэтому мы также можем обозначить таким образом. Фронтальный след плоскости — это фронтальная проекция фронтали нулевого уровня. Ну и горизонтальная проекция фронтали нулевого уровня совпадает с осью x, ну и соответственно совпадает с горизонтальной проекцией горизонтали нулевого уровня. Вот таким образом. Ну и давайте попробуем построить любую произвольную прямую уровня горизонталь и фронталь на этой плоскости. Итак, вспоминаем основное свойство из предыдущей задачи. Для горизонтали. У горизонтали фронтальная проекция всегда параллельно оси x, имеет неизменную высоту. Поэтому давайте мы начнем строить эту прямую вот именно с этого. С условия, что у нее неизменная высота, то есть с фронтальной проекцией. Мы возьмем любую горизонталь в этой плоскости. Вот я произвольно провожу вот здесь. Ну, давайте она будет толстой линией, потому что это тоже видимая линия. Обозначим эту прямую как горизонталь буквой H, и индекс 2 это фронтальная проекция горизонтали. Ну и раз нам нужно построить горизонталь плоскости, то есть она принадлежит плоскости, то мы должны сделать следующее. Две точки этой прямой должны принадлежать двум прямым этой плоскости. Ну и вот здесь можно отметить, что одна точка горизонтали будет лежать на прямой А, другая точка будет лежать на прямой Б. Давайте отметим эти две точки. Эти две точки я отметил цифрами 1 и 2. Это фронтальная проекция точки 1, это фронтальная проекция точки 2. И это не что иное, как пересечение прямой А и прямой H и прямой Б с прямой H. Поэтому мы строим в горизонтальные проекции точек 1 и 2
на горизонтальных проекциях соответствующих прямых. Точка 1 лежит на прямой А. А точка 2 лежит на прямой Б. Соответственно, горизонтальная проекция точки 1 лежит на горизонтальной проекции прямой А. Горизонтальная проекция точки 2 лежит на горизонтальной проекции прямой Б. Давайте отметим эти точки. Вот они, и через них мы можем провести прямую, тем самым построить горизонтальную проекцию горизонтали H. Что мы и делаем? Проводим прямую через точки 1 и 2. Также обведу толстой линией, потому что это видимая линия. Итак, мы построили горизонтальную проекцию горизонтали, обозначили ее H1. И обратите внимание на одно очень важное свойство. Все главные линии плоскости между собой параллельны. Они параллельны в том числе и следу плоскости. Поэтому, как мы видим, горизонтальная проекция горизонтали этой плоскости, которую мы взяли произвольно, кстати, параллельно горизонтальному следу этой плоскости. Ну, потому что горизонтальный след этой плоскости является, по сути, горизонталью нулевого уровня. А как мы знаем, как я уже сказал, все главные линии плоскости между собой параллельны. То есть я мог взять абсолютно в любом месте горизонталь, она бы также была параллельна горизонтальному следу плоскости. Ну и последний пункт. Все, опять-таки, по аналогии проводим фронталь плоскости альфа. Произвольную. Возьму в произвольном месте горизонтальную проекцию фронтали. Фронталь мы начинаем строить с горизонтальной проекции, потому что фронталь это прямая параллельно фронтальной плоскости проекции. Соответственно, все глубины у нее неизменные, то есть она параллельна оси X. Горизонтальная проекция ее параллельна оси X. Построили произвольно горизонтальную проекцию горизонтали параллельно оси X. И по аналогии нам нужно найти ее фронтальную проекцию, то есть это прямая, лежащая в плоскости, значит две ее точки пересекаются с двумя прямыми этой плоскости. С прямой B и с прямой А. Отметим эти точки. Это вспомогательные точки 3 и 4. И не забываем обозначить саму проекцию прямой. Это горизонтальная проекция фронтали. Ну и чтобы построить фронтальную проекцию фронтали, нам нужно найти фронтальные проекции двух ее точек 3 и 4. Что мы делаем с помощью линий связи. Это фронтальная проекция точки 4, она лежит на прямой B. И это фронтальная проекция точки 3, она лежит на прямой А. Отметили. И теперь фронтальная проекция фронтали F проходит по точкам 3 и 4. По фронтальным проекциям точек 3 и 4. Также обведу толстой сплошной линией. Обозначу это фронтальная проекция фронтали, то есть F с индексом 2. Ну и, наверное, уже догадались, что для проверки мы посмотрим на фронтальный след плоскости, фронталь нулевого уровня, да, и фронтальная проекция фронтали параллельно ей, фронтали нулевого уровня. То есть вот такая небольшая проверочка. Если вы построили все точно, у вас должно получиться именно так. Все фронтали плоскости
между собой параллельны, в том числе и фронталь нулевого уровня, коей является фронтальный след плоскости. Вот в таком виде наша задача решена. Вспомнили, что такое главные линии плоскости. Попробовали построить след плоскости и горизонталь и фронталь на плоскости. Эта задача часто пригодится вам во время решения других задач начертательной геометрии. Поэтому просьба закрепить ее и запомнить. А на этом все. Всем всего доброго. До свидания.